Привет, Арми! С вами снова я, и сегодня мы будем говорить о том, что делает отношения между BTS и их фанатами такими особенными. Не о рекордах посещаемости, не о количестве проданных билетов и даже не о самой музыке, хотя без нее ничего бы не было. Мы будем говорить о подарках. О тех самых жестах, которые ребята делали своими руками, своими словами и своей одеждой прямо во время тура Arirang. На сегодняшний день, 25 августа 2026 года, тур еще продолжается, и уже накопилось достаточно моментов, чтобы собрать из них большую, теплую и очень личную историю. Arirang World Tour начался 9 апреля в Гаяне. Это был первый большой стадионный тур группы после долгого перерыва, связанного с военной службой. Все семеро снова вместе, все семеро на одной сцене, и зал встречает их так, будто эти годы ожидания никогда не существовали. С первых же концертов стало понятно, что BTS пришли не просто петь, они пришли возвращать тепло, и одним из способов это сделать стали подарки. На самых первых международных датах, особенно в Тампе, VIP-гости получали небольшие наборы. Веер, багажная бирка, несколько фирменных мелочей с символикой тура. Это классика больших туров, и многие привыкли к таким вещам. Но уже тогда появилось нечто более личное. Во время песни «Body to Body» на огромных экранах вдруг начинали появляться лица фанатов, одетых в элементы традиционной корейской одежды. Не обязательно полный ханбок. Достаточно было одной детали, одного акцента. Перед началом шоу сотрудники тихо подходили к таким людям, фотографировали их специально для этого момента и потом вручали маленький фиолетовый мешочек с логотипом Arirang и цветочным узором. Это был не просто сувенир, это было признание. Признание того, что ARMY тоже часть этой культуры, часть этой истории, и BTS видят это. Но настоящий масштабный жест случился в Пусане 12 и 13 июня, два концерта, которые совпали с 13-летием группы, феста, домашнее шоу, и здесь ребята сделали то, что до сих пор обсуждают как один из самых теплых моментов всего тура. Они сами, своими руками, своими деньгами подготовили подарочные наборы для всех, кто пришел на эти концерты. Юнги, Чонгук, Намджун, Джин, Хосок, Джимин и Тэхён говорили об этом открыто. Каждый открыл свой кошелек. Каждый выбирал. Каждый думал, что именно может порадовать ARMY. Что лежало внутри этих синих и прозрачных сумок с надписью «Keep Swimming», сумка Crossbody, официальный зонт, набор полотенец, в том числе для душа, твердые духи с номерами 7 и 613. 7, потому что их семеро. 613, потому что 13 июня. Маски Ланик. На второй день добавили еще и кушон Тир-Тир. 7 эксклюзивных фотокарточек, по одной на каждого участника. И самое главное, открытка с рукописными сообщениями от всех семерых. Не напечатанные шаблонные фразы, настоящие слова, написанные от руки. Кто-то шутил про ужин после концерта, кто-то просто писал, что надеется, что подарок понравится, кто-то говорил спасибо за то, что ARMY ждали. Эти открытки потом стали самыми ценными предметами во всем наборе. К сожалению, на первом дне возникли сложности с раздачей. Не хватило наборов для всех, кто пришел, были задержки на входе. Часть фанатов ушла без подарка. Hype потом организовала доставку через Weverse, и тем, кто не получил на месте, наборы отправили позже. Но почти сразу эти сумки начали появляться на вторичном рынке. Цены поднимались до 200, 300, даже 500 тысяч вон. И ARMY очень сильно злились, потому что это был не товар, это был жест, который нельзя продавать, жест, который должен был остаться у тех, кто стоял в тот вечер в зале и кричал вместе с ребятами. После Пусана тур пошел дальше, и вместе с ним продолжались личные моменты. В Мехико Джимин заметил девушку, которая плакала, не от горя, от переполняющих эмоций. Он подошел ближе к краю сцены, присел, посмотрел прямо на нее и попросил сотрудника передать свою шляпу, а сам тихо сказал «Не плачь». Девушка надела шляпу, вытерла слезы и уже улыбалась. Такие моменты невозможно поставить на поток. Они случаются только тогда, когда человек на сцене действительно смотрит в зал, а не просто выполняет программу. И вот мы доходим до Торонто. 22 и 23 августа 2026 года. Два концерта, которые подарили сразу несколько историй про одежду, подаренную прямо со сцены. На первом концерте Намджун вышел в майке Toronto Maple Leafs. Он явно готовился. Он знал, где находится. Он хотел показать уважение к городу, а потом увидел девушку с табличкой. На табличке было написано, что сегодня ее день рождения. После песни «Butter» он снял эту майку, не бросил куда-то наугад, подошел ближе и передал именно ей. Потом еще кинул капитанскую кепку в толпу.
Реакция зала была такой, что даже через записи, которые потом появились в сети, можно было почувствовать, насколько это было громко и тепло. Девушка кричала. Люди вокруг нее кричали. Это был один из тех моментов, которые потом рассказывают годами. На следующий вечер Тэхён сделал похожий жест, но совсем в другом ключе. Он заметил молодого человека в инвалидном кресле, не в первом ряду, чуть дальше, и подарил ему свою худи, ту самую, в которой только что стоял на сцене, пел, танцевал, общался с залом. Позже мама этого парня сказала, что до сих пор не может до конца осознать, что произошло, что В увидел ее сына, что он решил отдать именно ему свою вещь. Такие истории особенно сильны, потому что они показывают, насколько внимательными могут быть ребята даже на огромных стадионах, где десятки тысяч людей. Были и другие моменты. В Арлингтоне, в Техасе, Джимин подошел к девочке по имени Оливия. Она пришла по программе Make a Wish. Он обнял ее и слегка поцеловал в щеку. Этот момент разлетелся по сети, и организация Heroes for Children рассказала историю. Армии по всему миру начали собирать донаты. Собрали значительно больше, чем планировалось. И снова это был не просто милый жест. Это было действие, которое потянуло за собой настоящую помощь. Можно долго перечислять. Можно рассказывать про то, как на разных концертах ребята замечали таблички, как передавали маленькие вещи через сотрудников, как иногда просто останавливались и смотрели на кого-то в зале дольше обычного. Но суть всегда одна. BTS на этом туре не просто выступают, они продолжают строить отношения. Через подарки, через внимание, через готовность отдать то, что только что было на них самих. Многие спрашивают, почему это так важно, почему фанаты так сильно реагируют именно на эти моменты. Ответ простой. Потому что в мире, где почти все можно купить, такие жесты купить нельзя. Нельзя купить рукописную открытку, которую написал Намджун или Юнги. Нельзя купить майку, которую Намджун только что снял с себя после Butter. Нельзя купить худи, которую Тэхён отдал человеку в инвалидном кресле. Эти вещи становятся частью личной истории человека. Частью его памяти о том, что в огромном стадионе его заметили, что он был не просто одним из тысяч, что он был увиден. Arirang World Tour еще не закончен. Впереди еще много городов, еще много вечеров, и наверняка будут новые подарки, новые жесты, новые истории, которые потом будут рассказывать. Но уже сейчас, на 25 августа 2026 года, можно сказать одно: BTS снова показали, кем они являются. Не только артистами, не только группой, которая бьет рекорды, а людьми, которые помнят, что армия — это семья. И семьям дарят подарки. Иногда в виде целой сумки и открытками, иногда в виде майки, иногда просто в виде шляпы и слов «не плачь». Спасибо, что были сегодня со мной. Если у вас есть свои истории про подарки с этого тура, если вы сами получили что-то или видели, как кто-то рядом получал, пишите. Эти истории важно сохранять, потому что именно из них и состоит настоящая история BTS и армии. Мы армия, мы вместе, берегите себя, любите себя, и до следующих встреч.